Привет всем, мои дорогие зрители! Сегодня я сделал клубнику со сливками. Там сахар, сливки и клубника. Мама тоже сделала в миксере. В общем, Я добавила молоко, банан и все в миксере, ну и немножечко сахара. Папа будет судьей. Угу. Ну давай. Давай, папе досталась очень приятная роль судьи. Oh, I must taste. How much, Max? This is also, what is this? Very tasty. So who's better? My son is better. Who is the who they make Так, this? аккуратно, чтобы Who make не this? разлило. You are? Really? Всем привет! У меня сегодня такая новость шокирующая, опять шокирующая новость. Представьте, сегодня, когда Артура пошла забирать со школы, за мной увязался мужик, преследовал меня половину пути. Ну, то есть минут, наверное, 20 преследовал меня. Идем с мужем по горячим следам. Ну, мне вообще кажется, что это дохлый номер, но вдруг Парам настоял, говорит, я найду его. Сейчас подойдем к тому месту, где он начал преследовать. Парам хочет спросить, может быть, там камера наблюдения его зафиксировала. Он так ярко был одет, что, в принципе, его могли бы и запомнить люди. Я сейчас улыбаюсь, смеюсь, но тогда мне было не до смеха. Там где-то здесь он меня настиг. Вы видите, начинается плохая дорога. Здесь у нас стелят кирпич. И он меня обогнал и что-то сказал, мол, девушка, здесь тяжело идти, идите вот так. Ну, я не поняла, честно говоря, что он имел в виду, как я должна идти. Но я сделала вид, что мне все ясно. И для того это я сделала, чтобы не вступать с ним дальше в диалог. И иду дальше. И чувствую, что он идет за мной. He walked behind me. Идет за мной. Но там как раз был такой участок пути, что, в принципе, людей было много, и мне не было сильно страшно. Ну, так бывает, да, люди попутно идут. То есть я сначала еще сильно не переживала по этому поводу, хотя, конечно, было неприятно. Вот, а когда я уже подошла к развилке, и в ту сторону, куда мне нужно было идти, там лес, с двух сторон лес, и никого нет, никаких людей на тот момент не было. Только дикие обезьяны. И в тот момент я решила отстать от него. Остановилась вроде как водичку попить. Он, естественно, меня обогнал и стал оглядываться. И в этот момент, конечно же, я заволновалась. Поняла, что явно у него какие-то нехорошие мысли. Вот, и решила тогда дольше, после того, как водичку попила, еще достала телефон, стою в телефоне там что-то. Он пошел. Я как-то немножко в сторонку отошла. Ну, думаю, минуты 3 хватит. То есть за 3 минуты он, если ему от меня ничего не надо, успеет полпути этого пройти. Ждала, потом уже тронулась в путь. И представьте себе, он стоит, ждет. То есть он там что-то тоже вроде как в телефоне. Ну, тут я вообще, конечно, сильно испугалась. Вернулась опять и стала ждать, когда кто-то найдутся какие-то попутчики. Что? Парам говорит, что здесь камера. Попутчики примерно через секунд 20 появились, мне повезло. И я пошла вместе с ними. И он всю дорогу оглядывался. Ничего себе, смотрите. Индианка покрасилась в белый цвет. Парам решил здесь поспрашивать, есть ли у них видеокамера и могут ли они ее просмотреть. Да, друзья, так что потом, когда я с этими попутчицами шла, он всю дорогу оглядывался. Но потом, когда еще там была следующая развилка, он пошел в другую сторону. И у него не было ничего в руках. Яркая зеленая футболка, джинсы, ботинки, в принципе, приличные. Вот удивительно, да, для туриста, ну хотя бы водичка должна была быть. Вообще ничего, никакой сумки, никакой водички, ничего не было. Я уже, когда с попутчицами шла, немножечко осмелела, достала телефон и сняла его. Ну, там пару секунд, и он уже тогда далеко был. Плюс еще в это время как раз солнце в зените и блики. Вот сейчас Парам показывает ему. Он говорит, что, мне кажется, говорит, что я его видел.
Тот мужчина сказал, что проверит сегодня вечером. Сейчас у него нет возможности зайти. Вот мы сейчас проходим, увидели камеру. Ну, здесь именно классная, очень качественная камера. Ну, получше, чем в том отеле. Но Парам говорит, чтобы ее просмотреть, нужно идти в полицию. Ну, вот я не знаю. То есть, как бы, с одной стороны, вроде бы, как он мне, тот мужчина, ничего не сделал, ничего там грубого не сказал, только что ждал и оглядывался. Но с другой стороны, страшно. Вдруг он еще будет ко мне приставать, что мне теперь все время с Парамом ходить. В общем, друзья, не пошли мы в полицию, попросили несколько человек, чтобы они просмотрели запись со своих камер наблюдения. Если что-то узнаем, буду держать вас в курсе. Вот, а сейчас приятное видео, которое ждут многие из вас. Как говорится, по многочисленным просьбам, мы сейчас проходили мимо парикмахерской и увидели Наябая. В общем, мужчину, который похудел за 2 месяца на 20 килограммов. Так вот, мне многие из вас писали сообщения и под видео, и личные сообщения тоже написали. Наташа, пусть он расскажет поподробнее, пусть поделится этим чудо-рецептом. Все мы хотим быть стройными и красивыми. Вот этот симпатичный мужчина. Ну, пузико все равно торчит. Но сейчас он постарается найти фотографию, как же он выглядел раньше, до того, как похудел. See, he lost stomach. Very different, да. Очень изменился. Change. Сейчас еще покажет. Сейчас у него живот выделяется из-за того, что он сидит. Любой. Даже вот я, когда совсем худая была, там 58 килограмм, то тоже, когда садилась, немножечко жирок свисал. Это нормально, это так, физиология такая. Мы его еще попросим встать, чтобы он показал, какой он. He lost many fats. Но вот этой последней фотографии действительно видно, что он был намного полнее. И в лице немножко тоже видно, что сбросил. О, да. Perfect. This is in pretty water. No, really, no. See? Little bit is there. Little bit is there. Little. We call. Боже, он засмущала мужчину. Ну надо ж, да, раз уже снимаю видео, показываю, что, видите, он встал, он действительно худенький. Вот когда встал, живота практически нет. Так, ну давайте, самое интересное, а то я что тяну. I started from December 2022. In the morning, I used to take 1 cup of coffee with Кофе, which coffee? Nescafe or any coffee. А, powder. Yeah, powder without sugar. 2-7 e-drink. After 2 hours, empty. So no, not eat any breakfast. Ну все, мы поняли. No any exercise, no any exercise. Only little diet. walking. Walk. You walk a little like that. Немножечко ходьбы, никаких упражнений. Максимум 96, да? Now I'm 76. Сейчас 77, то есть был максимум 97 килограмм. Все, теперь, друзья, перед вами моя совесть чиста. Поделилась я с вами рецептом похудения. Все очень просто. По утрам он пьет кофе, обычный растворимый, Нескафе там или еще какой-нибудь. Пол-чашечки кофе. Туда выдавливает половинку лимона. Но у нас маленькие лаймы, поэтому там чуть-чуть лимона. И все, выпивает этот напиток и 1,5 часа ничего не ест. И только через 1,5 часа завтракает. Никаких тренировок, никаких нагрузок. Питание оставил прежним. Единственное, что, говорит, иногда хожу. Ну, ходим мы, в принципе, все. Ну, попробуйте, друзья. Я думаю, что в любом случае это не навредит. Я кофе не пью, потому что у меня начинается учащенное сердцебиение. Так что вы тоже учтите, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, то, как говорится, лучше посоветуйтесь со своим врачом. Мне кофе лично противопоказано. Я таким способом худеть не буду. I want to show these flowers. Цветы, которые меняют цвет. То они розовые, а вечером... So what... Color. In evening, this like little red color. So that... So why is it? Помните, я снимала шокирующее видео о том, как в этот дом заползла змея. Так вот, завтра девушка выходит замуж.
Я думаю, что приготовление к свадьбе не менее интересное, чем сама свадьба. Тем более на свадьбу я уже вас приглашала несколько раз на мусульманскую за последнее время, поэтому не буду завтра снимать. А вот показываю приготовление. Вы видите, чистит чиклин. Он нет? Зачем они намазали эту огромную кастрюлю грязью? Все, я поняла. То есть кастрюля закоптится, а таким вот образом. То есть это как защитный слой. Потом ее будет легче почистить. Если не обмазать посуду глиной, то она после костра станет вот такого цвета. Beef pulao. Биф? Yes. Говяжий плов, ребята, говяжий. Даже мусульмане, они едят говядину. Хотя в нашем штате запрещено вообще убивать рогатый крупный скот. Again, oil. Вы видите, сколько много подсолнечного масла. Это Джаварбай, родственник невесты, All-rounder. сосед. All work. И он умеет делать все, мастер на все руки. Я думаю, вы его не раз видели в моих видео в разных ипостасиях. See, all ingredients coming. Так, следующий ингредиент – это лук. Женщины порезали лук, а Джаварбай мастерски его погружает в эту кастрюлю. Но это еще не все. Сколько? Сколько тут, представьте, сколько много лука. After batatas. Передают из рук в руки. Помидорчики нарезанные. आगे नहीं पकड़ा अभी तक. Вот видите, там сидят мужчины. То есть сегодня тоже как мероприятие. Это не на сегодня, на сегодняшний вечер готовят угощения, потому что приехало много гостей, родственников, также соседей. То есть, официальная свадьба будет уже завтра. अभी डाल छोटा-छोटा, हाँ वो भी डाल. See, snake girl. She catch Он snake. показал девушку, которая не попаялась змею в тот день. Он же тогда снимал на видео. И когда Ракешбай поймал, эта девушка эту змею стала гладить по голове, держать в руках. Ой, боже, сколько тут людей. А вон невеста сидит. Невесту сейчас обмазывают куркумой. Ай. Там на кухне женщины готовят. Все, я удаляюсь. Вот мама. В других странах мусульмане не наносят себе на лицо куркуму, но так как мы живем в Индии, то здесь немножечко традиции перемешались. Это делается для того, чтобы на следующий день, то бишь завтра, кожа сияла, была красивая, чистая. Почитайте в интернете, куркума действительно очень полезная для лица. Я тоже себе делала маски, но у меня кожа относительно светлая, поэтому на следующий день кожа немножечко имеет желтоватый оттенок. А индийцы более смуглые, у них это не так ярко заметно. Green chili. Ребята, вот видите, в этой кастрюльке паста из чеснока, имбиря и чили, перца. Достаточно острая. Кстати, запах уже пошел. Good smell, да, Парам? Good smell. Я люблю запах костра и еды, приготовленной на костре. This pudina, sinatas. Вареное мясо. Очень долгий процесс, друзья. Я уже успела сбегать домой, приготовить оладушки к ужину. Они еще до сих пор рис не добавили. Я думаю, что по-любому никто не будет готовить это блюдо в таком количестве. Поэтому все, друзья, прощаемся. Скоро увидимся. Всех люблю, целую. До скорых новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.